Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим. И я, Борис Марцинкевич, всем добрый день. Газа нет, но вы держитесь. Мерц успокоил немцев насчет топлива, заявив, кризиса нет. Хотя хранилища-то пустеют. Глава немецкого правительства заверил граждан в надежности энергоснабжения, несмотря на проблемы на Ближнем Востоке. Тем временем цена на газ в Европе почти достигла $600 и местами даже ее превышает за 1000 кубометров. В Европе растет стоимость, себестоимость энергоснабжения. И такой вопрос. Стекольной промышленности уже нету, шины уже не производят, сталелитейки нет, цементной промышленности нет. На заводах немецкого автопрому уже начинают собирать китайцев. Борис Леонидович, собственно, кого дальше они пустят на мясо, чтобы обеспечить эту стабильность энергоснабжения населения? Тут я даже не знаю, с чего начинать. Вроде мы это уже неоднократно обсуждали. Что касается вашей информации о том, что цена газа на голландской бирже TTF почти добралась до $600. Вы, видимо, эту информацию брали днем. Вечером цена добралась уже до $610, прибавив за день почти $40. Удивляться не приходится. Напомню, что в соответствии с постулатами третьего энергопакета, в соответствии с положениями так называемой целевой модели европейского газового рынка, ценообразование полностью биржевое. Если во всем остальном мире, это единственная территория на планете, где все происходит вот в таком режиме, все остальные, более цивилизованные, чем европейские страны, работают с европейской гронингенской моделью долгосрочного экспортного газового контракта, где есть привязка к нефтяной цене и лаг на изменение цены от 6 до 9 месяцев. То есть, если мы смотрим, допустим, на Юго-Восточную Азию, где порядка 70% приходит именно, 70% газа импортируется именно по долгосрочным контрактам с нефтяной привязкой, то здесь взлет цен, который мы видим на нефтяном рынке, начиная с марта месяца, прибавляем к 3-6, такой минимальный лаг, получаем, что где-то со второй половины сентября, в некоторых странах вообще в декабре, все это отразится на стоимости газа. В Европе это сказывается мгновенно. Сегодняшний рост цен связан с тем, что кто-то из журналистов поймал фразу мистера Трампа о том, что он не исключает повторных бомбардировок территории Исламской Республики Иран. Все, этого достаточно. Скакнула цена на газ, и это мгновенно увидели на европейском газовом рынке. Может быть, европейцев такое устраивает, но будем наблюдать, что они будут делать дальше. А то, что подземные хранилища газа не заполняются, это опять винить в этом некого. Третий энергопакет вы приняли самостоятельно, целевую модель вы разработали самостоятельно. В обычных случаях май, начало июня – это те 2 месяца, когда цены на газовом рынке находятся на самом дне. Отопительный сезон уже закончился в Европе, дата установлена на середину марта. Летний пик жары еще не начался, большого спроса не обогревать, не охлаждать ничего не надо, все и так хорошо. И в это время в Европе наблюдается рост цен. Напомню, что отопительный сезон европейский газовый рынок завершал где-то на $400 за 1000 кубометров, сейчас 600. То есть он в 1,5 раза подорожал. При этом тот же мистер Трамп время от времени сообщает, что с минуты на минуту будет заключена великолепная сделка с Ираном. Проблема Ормузского пролива мгновенно разрешатся. И для того, чтобы успокоить своих избирателей, мистер Трамп неуклонно повторяет, как только мы покончим с Ираном, цены будут невероятно низкими. Ну, хорошо, прекрасно. Как себя должны чувствовать газовые компании европейские? Вот сейчас цены выросли на 50%, поскольку есть требования Европейского Союза о том, что к отопительному сезону подземные хранилища газа должны быть заполнены на 90%, мне бы сейчас начать закупать. Арендовать активные емкости, закачивать газ. Но за газ надо заплатить вот по той цене, которая сложилась сейчас.
за аренду этих активных емкостей подземных хранилищ надо заплатить до отопительного сезона, а за это время кризис вокруг Ормузского пролива завершится и цены рухнут. Будут меня хеджировать вот на такой риск, что я сейчас закуплю по 600, аренда добавит еще долларов 50-60, то есть у меня где-нибудь там под 7 сотен вылезет стоимость газа, а где-нибудь в конце лета ситуация в Ормузе закончится, и к отопительному сезону цены упадут, ну, допустим, опять до тех 400. Что я делать после этого буду? Ну, соответственно, желание рисковать есть далеко не у всех. Ну, и то статистика, которую вы, Максим, привели, абсолютно правильно. Подземные хранилища газа в Германии заполнены меньше, чем на 30%. Рост не наблюдается, потому что вместо того, чтобы перейти в режим закачки, там есть какой-то замысловатый режим, когда одновременно и извлекают, и закачивают. Раскрыта страшная тайна. Тюменская техника Кейс-Гуру производится в Китае, где сосредоточены передовые производства около 90% мировой электроники. Почему тогда мы читаем на коробках техники Кейс-Гуру «Создано в Тюмени»? Потому что в Тюмени мозги, идеи и тесты устройств. Именно в Тюмени инженеры продумывают сочетание характеристик для устройств Кейс-Гуру, экспериментируют с материалами для пылесосов и наушников. Глава компании Кейс-Гуру Вадим Боков лично контролирует каждый этап разработки. Тюмень – это про инженерию, гарантию и ответственность. Китай – это производство и масштабирование. Яркий пример подхода – линейка наушников Кейс-Гуру CG Pods. Они опережают дорогие аналоги по функциям, но дешевле в 5 раз. Каждая модель претендует на мировой рекорд по характеристикам. Тюменская новинка – наушники Клипсы. Кейс-Гуру Клип с анатомически удобным креплением. Рекорд безопасности для слуха. У наушников Кейс Guru Clip есть ИИ шумоподавление в микрофоне. Алгоритмы выделяют голос среди внешнего шума. Кристальная слышимость даже в метро или аэропорту. Мировой рекорд неубиваемости у Case Guru X. Стойкие наушники с прочным кейсом из авиационного алюминия. Выдерживают до 220 кг нагрузки. Еще одна модель Case Guru Sport. Универсальные наушники для любых ушей. Подходят для 98 различных типов ушей благодаря своему креплению. Купить легендарные тюменские наушники-рекордсмены можно по QR-коду на экране или по ссылке в описании. Забирайте наш промокод GEO26 на скидку до 1000 рублей. Установите приложение Case Guru и получайте больше скидок и бонусов. Сразу после установки целых 500 бонусов уже на счету. Ну, если Хер Мерц правильно сказал, вроде бы да, главное не перепутать, Хер Мерц считает, что это стабильно и нужно быть спокойными, ну, остается позавидовать его нервам. С другой стороны, он человек закаленный, он с Трампом общается, и ничего. Вот как чувствует себя бизнес, население Германии, ну, это уже, наверное, другой вопрос. Меня он не сильно интересует, поскольку, ну, как-то достаточно грустно это все. Они сами себе все это придумали, сами себе выбрали, безропотно отнеслись к взрывам северных потоков, к прекращению поставок по Ямал-Европе. То есть это их выбор. Будем смотреть, как за лабораторными мышами наблюдают ученые. Вот вирус ввели, посмотрим, сколько мышки будут бегать и прыгать. А здесь мышка отличилась тем, что сама себе вирус ввела. Тем более интересно. Давайте наблюдать. Вот то, что не выдержит промышленность, прежде всего реальный сектор экономики, и будет сворачиваться производство, ну, это было достаточно очевидно. Потому что когда у вас такая волатильность на энергетическом рынке, когда у вас газ в течение дня может по стоимости измениться процентов на 15-20 без особых таких напряжений, то совершенно непонятно, какова будет себестоимость выпускаемой продукции. И не легче ли перебраться не туда, где цены на газ низкие, а туда, где они хотя бы как-то стабильны. К таким странам, как неудивительно, относится не только Россия, где у нас государственное регулирование тарифов на природный газ, но и Китай, но и Турция, которая совсем уж рядышком, но и Соединенные Штаты. Бизнес начинает потихоньку уходить. То, что на бывшие немецкие автомобильные заводы приходят китайцы, но почему ж недвижимость должна пустовать? Есть хорошее заводское здание, отчего бы туда не прийти.
И встречное желание руководства городов, земель Германии, ну, хоть кого-то на работу возьмут. Уже хорошо, безработица расти не будет. Процесс идет, процесс запущен, процесс не будет быстрым. Попытки приписывать проекту геоэнергетика инфо фразы о том, что мы предсказываем замерзание Европы, тотальную безработицу и прочего. Все-таки, прежде чем врать, ну, немножко послушайте, прислушайтесь. Никогда никто из участников проекта «Геоэнергетика инфо» о замерзающей Европе ничего не говорил. Перезимуют. Может быть, какие-то сложности будут в городах, где-то что-то не успеют убрать, может быть, какой-то другой режим работы. Но давайте отдавать себе отчет в том, что запас прочности у европейских стран какой-то имеется, из бюджета что-то сманеврируют, где-то снизят налоги на электроэнергию, на нефтепродукты, на природный газ, еще на что-то. Ну, как-то выкрутится, ничего такого страшного не будет. Выйдет очередная фон дер Каллас, или как их там зовут, скажет, сколько раз в месяц можно ходить в душ, и сколько часов в год должен работать пылесос. Ну, ничего, вполне. Другое дело, что да, промышленности не остается, исчезают рабочие места, но опять же выбор сделан. Что касается перспектив разрешения армузского кризиса, страны Персидского залива, пусть не говоря ничего вслух, но потихоньку какие-то варианты находят. Надо отдать должное Исламской Республике Иран. Аккуратно разработана инструкция о том, как можно проходить Ормузский пролив гарантированно безопасно. Какие сведения о судне и о грузе должны быть, о владельцах судна должны быть предоставлены, где находится касса, куда деньги надо заплатить. Время от времени мы слышим, что там то одно судно выскочит с грузом нефти, то кто-то еще выскальзывает с грузом нефтепродуктов, и даже из катера СПГ танкер сумел пройти. Как, на каких условиях, никто не говорит. Ну, как там, наверное, кто-то что-то, может быть, с мистером Трампом договорились, а может быть, с не мистером Трампом договорились. Но даже в том случае, если будет найден алгоритм, который всех устраивает, с оплатой, не с оплатой, неважно. Предполагаем, что Армузский пролив свободен, все, кому нужно, могут войти в Персидский залив, выйти из Персидского залива. Объем потерь нефти на мировом рынке, ну, высчитать очень несложно. По статистике 2025 года в сутки через Армуз проходило порядка 20-21 миллиона баррелей в сутки. Сейчас все, что осталось для того, чтобы поставлять нефть, минуя Армузский пролив, это магистральный нефтепровод по территории Саудовской Аравии на побережье Красного моря, восток-запад, мощность порта Янбу, куда приходит нефтепровод, 5 миллионов баррелей по отгрузке. Мощность нефтепровода выше, но там есть внутренний спрос, отнюдь не все выкачивается. Вот есть пятерочка. Время от времени работает порт в Объединенных Арабских Эмиратах, когда туда ничего не прилетает, ничего не горит. Это еще 1,5 миллиона баррелей. Ну, вот дальше нехитрая арифметика. 20,5 минус 6,5. 15 миллионов баррелей нефти в сутки с мирового рынка исчезает. Они туда не поступают. Прошло 2 месяца, умножаем 15 на 60, миллиарда баррелей не досчитались. На этом фоне как-то уже забылась инициатива МЭА, Международного энергетического агентства, озвученная еще в марте, о том, что страны-участники этого объединения, в него входят 29 стран, будут высвобождать стратегические, то есть государственные запасы для того, чтобы сдержать рост цен. План предусматривал, что все эти 29 стран во главе с Соединенными Штатами из этих государственных стратегических запасов на рынок выставят 400 миллионов баррелей. Ну, хорошо. План был рассчитан до конца июля. План еще не выполнил, миллиарда баррелей уже нет. То есть вот таким способом повлиять на рост цен не удалось.
Борис Леонидович, большое спасибо за комментарий, друзья. Подписывайтесь на наш канал в Макс, ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации, исключительно благодаря вашей финансовой поддержке на спонсор.ру. Спасибо, до новых встреч. Не забывайте распространять наши ролики в доступных вам социальных сетях. Это тоже большая поддержка нашему проекту. Всем всего доброго.